Всем привет! Вы на канале Супер Арбалет. Вокруг меня разложено немножко непонятных вещей, а это значит, пришло время рассказать вам о новинках нашего магазина. И мы начинаем. Но перед тем, как я начну рассказывать непосредственно о новинках, спешу напомнить, что вам необходимо подписаться на этот канал, ведь только здесь вас ждут самые харизматичные ведущие и самые интересные новинки арчери мира. И первое и самое пафосное, о чем я вам сегодня расскажу, это напальчник Аксель Контур от Брэди Эллисона. Если быть точнее, то Брэди Эллисон Signature Series. Сам Брэди титулованный чемпион и точно шарит за стрельбу. Как говорит он сам, он делал этот напальчник под себя и много раз поднимался на пьедестал, используя именно этот тап. Пожалуй, это самый дорогой и самый технологичный напальчник, по крайней мере из тех, что мы смогли найти. Тут 3 слоя подкладки: ткань, резинка и кожа. Резинка совсем тонкая и никак не чувствуется, однако при выпуске она весьма неплохо защищает ваши пальцы. Так что теперь и 500 выстрелов за тренировку вам не помеха. По крайней мере, вашим пальцем. Недавно на нашем канале выходило видео из тира, где Антон даже с небольшим настрелом умудрился натереть мозоль на пальцах. А все потому, что у него не было этого напальчника. Но теперь он есть, потому что кто, кроме Антона, купит в нашем магазине напальчник себе за 11 тысяч рублей. И он в своем блоге уже расскажет. Или ценник не надо было говорить. Я уверен, что его пальцы в полной сохранности, а за тем, как он стреляет с этого напальчника, то есть за его использование в боевых условиях, следите на канале «Категоричный Антон». Конец рекламной интеграции. Второй из неоспоримых плюсов этого напальчника – регулируемая задняя часть. Она не только выдвигается назад, но и поворачивается, что позволяет настроить напальчник конкретно под ваше положение кисти. Вы можете выдвинуть этот упор, наклонить его вверх или вниз, а также влево или вправо. Помимо того, что меняется упор, меняется также и развесовка напальчника, что тоже бывает важно. Присутствует также и подставка под большой палец. Она смещена вперед относительно большинства других напальчников и находится практически там же, где пальцы сами касаются подбородка. При этом она достаточно маленькая и не касается шеи, то есть не мешает. Также предусмотрена возможность класть большой палец сверху. Для этого есть дополнительные точки крепления, и вы можете просто перекрутить подставку ниже. Присутствует также профрезерованное углубление под пальцы, которые равномерно распределяют нагрузку на эти пальцы. А также с ними тап плотнее лежит в руке. Так, это в принципе все, что можно рассказать про напальчник, не показывая его в деле. И я даже вначале упомянул канал Категоричного Антона, но давайте на этот раз одними упоминаниями не обойдемся, и Антона позовем к нам в кадр, поскольку он уже с этого напальчника пострелял, а значит, я думаю, он немного поинтереснее, чем я, расскажет о том, чем же он так крут. Держи. Всем категорично привет. А не так еще. Сначала так, теперь так. Всем категорично привет. И сейчас я поделюсь своим мнением по поводу этого напальчника. Что самое мне не понравилось? Это то, что он стоит 11 косарей. Второе. Я его не мог никак купить на Ланкастере. Хотя мы постоянно возим оттуда товар. Мне пришлось пошариться на Авито, найти человека, который занимается стрельбой из лука и стреляет в ЦСКА. У него есть таких пару напалечников. И все, я купил этот напалечник и понял, что 15% от стоимости – это фотка Брэди Эллисона. А вторые 15% стоимости – это то, что написано там Аксель. Хоть он и сделан офигенно, но 11 косых – это, мне кажется, овер до хера. Первое, с чем я столкнулся на тренировке, это костяшка. Я ее поставил прямо. И она мне, нижний палец, просто надавила. Мне была боль вообще адская. Я думаю, что за фигня, что за фигня. Прихожу на следующую тренировку, думаю, надо приподнять немножечко эту костяшку. Я ее повернул, и все исчезло. Я 175 выстрелов, просто с подходом тын-тын-тын-тын-тын, и кайфую. Никакой боли я не ощущаю, нежели я ощущал на предыдущей тренировке. Значит, что касается этого поворота, этого упора. Видите, я его сдвинул максимально, чтобы он упирался в мою ладонь. Потому что, когда я начинаю растягивать, у меня кисть прямая, я не чувствую этого упора. А я хотел его почувствовать. Соответственно, когда я его убрал максимально к ладони, я очень, так скажем, комфортно начал именно тактильно этот напальчник ощущать. Я на своем уровне, я могу точно сказать, что пока я никак не могу сказать, что этот напальчник мне не нравится. Если не такая его дорогая цена, цена его порядка 100 баксов была на Ланкастере, но он сейчас стоит со скидкой типа 70 баксов. Но это все равно дорого. Хотя 70 баксов это уже лучше, чем 100. И что еще
самое главное, они есть в двух вариантах, ребят. Есть напалечник, который подороже, 120 что ли, долларов. Он сделан полностью из латуни, он тяжелый, а я купил алюминиевый. Поэтому, не знаю, мне не с чем сравнить. Типа тяжелый напалечник там лучше для этого, там, алюминиевый лучше для этого. Так что самая моя главная задача – это взять, попробовать и вам рассказать, стоит ли это того или не стоит. Вырежешь там что-нибудь потом? Итак, с боем отняв микрофон у Антона и не дав превратить рубрику новинок в его личный блог, мы продолжаем. Следующая новинка – это устройство для настройки лука Low, где Low – это не закон, а бренд. Бренд так называется, потому что это аббревиатура Little Archery Workshop. Это наши ребята, то есть можно сказать, что мы сейчас вам рекламируем немножко импортозамещения, и оно получилось. Те, кто смотрел нашу серию про настройку классического лука, наверное, догадались, что это за штуковина. Устройство пришло на смену кроваткам от Байтера, и во многом они даже более удобные. Мы надеваем их на плечи, и за счет длинного указателя сразу видно, ровно все стоит или нет. А о том, как настраивать лук и выравнивать плечи, у нас есть отдельное видео. Ссылка в описании, наверное, не забудем ставить. Потому что если все стоит криво, то и стрелы полетят криво. В двух словах, как пользоваться. Мы надеваем их на плечи классического лука и смотрим, приходят ли указатели в тетиву. Если указатели смотрят мимо тетивы, то регулируем плечи. Все достаточно просто и понятно. Однако многие пренебрегают даже такими базовыми настройками лука и не могут понять, почему результат так плох. С помощью этого устройства мы сможем получше подготовиться, получше узнать свое оборудование, вернее, получше его настроить, и результаты не заставят себя ждать. Едем дальше, и следующий лот нашего телемагазина – это кожаный держатель для блочного лука, поясной держатель, это стоит уточнить. Вещь абсолютно незаменимая. Он разгружает руку, рука отдыхает, соответственно, следующие ваши выстрелы будут точнее. Аксессуар этот, как ясно из названия, предназначен для блочников. У классиков тоже есть подобная вещь, тоже кожаный держатель, но крепится он на ботинок. Тут же, поскольку плечи у лука короткие, а сам лук тяжелый, было продумано такое замечательное крепление, которое вешается на пояс вместе с колчаном. В перерывах между выстрелами, когда вы, например, заряжаете стрелу или разговариваете со своим другом или любовником, вы упираете лук в это крепление, таким образом снимая нагрузку с левой руки. А это значит, что если у вашего товарища нет такой штуки, он устанет сильнее вас, и вы его обстреляете. Обязательно. Ну, кроме шуток, это действительно разгружает руку стрелка и придает дополнительного комфорта и удобства при перезарядке стрел или при отдыхе между подходами. Едем дальше, и следующая наша новинка от вышеупомянутого бренда Low, где Low это не закон, а Little Archery Workshop, и это смазка для стрел. Low, с таким замечательным карабинчиком, чтобы вы могли повесить его себе на пояс. Если вы устали доставать стрелы из щита, то эта штука точно для вас. Смазка для стрел позволяет легко доставать ваши стрелы, подходит для стрел любого диаметра, выполнена в форме мишени для стрельбы, так что хотя бы тут вы попадете в десятку. Смазывать нужно всего 5-10 см стрелы, не больше, одного раза хватит на пару серий. Для заправки надо раскрутить корпус и промусить... Для заправки нужно открутить, собственно, половинку самого устройства, промочить силиконовой смазкой губку, закрутить обратно, и можем пользоваться. На одну тренировку хватит с лихвой. Ну а дальше, я думаю, смазка просто высохнет, даже если она здесь останется, потому что крышечки какой-то нет, так что смазку рассчитываем перед тренировкой. Пришли на тренировку, немножко накапали, попользовались, ушли домой. Да, кстати, силикон в комплекте не идет, его нужно приобрести отдельно, но я не думаю, что это проблема. И последняя новинка на сегодня – это блочный лук Elite Terrain. Не думаю, конечно, что он вас как-то поразит после того, как я рассказал про смазку, но давайте попробуем. Компания Elite Archery в 2022 году выпустила новый лук под названием Terrain, собственно, он у меня и в руках. Предназначен этот лук, как мы видим по размерам, для охоты. Лук Terrain имеет компактную конструкцию с расстоянием от оси до оси в 32,5 дюйма. Сам лук комфортен и стабилен как при натяжении, так и при стрельбе. Лук имеет прочную стенку и гибридную систему блоков, которая отличается плавным циклом натяжения и очень стабильной работой, даже не на идеально настроенном луке. Не у всех есть пресс, и возможно все идеально настроить. С помощью поворотных модулей можно выставить растяжку от 25,5 до 31,5 дюйма с шагом в полдюйма, что на самом деле довольно редко встречается на рынке. И это при том, что растяжка регулируется без использования пресса. То есть этот лук подойдет как взрослым любителям убийства животных, так и девушкам и подросткам, потому что диапазон регулировок действительно широкий. Вес лука менее 4 фунтов, он довольно легкий, оснащен блоками Vibex и стоясками для бесшумного выстрела. Еще из интересного, лук завода поставляется тетивами премиум класса от Winner's Choice. База в 7 дюймов,
которая присутствует на этом луке, считается достаточно большой, особенно если учитывать скорость вылета стрелы, которую добились инженеры Элита с такой-то базой. Как известно, чем больше база, тем больше ошибок стрелка может простить лук, но тем лук становится медленнее. Однако тут скорость заявлена в 325 футов в секунду, и это весьма немало, и хватит даже для охоты на крупного зверя. Так что приходите, щупайте, он у нас один такой красавец, не думаю, что его прям супер быстро заберут, дня два у вас есть, ждем вас в нашем магазине. Ну а на этом на сегодня все. С вами был канал Супер Арбалет и бессменный ведущий рубрики новинок Руслан. До новых встреч, пока!